Урок 1. Искусство обратной связи. Привет, Анна. Вчера я отправил свой проект. Доброе утро. Что ты об этом думаешь? Я чувствовал себя неплохо, но нервничаю из-за обратной связи. Как вы обычно обрабатываете отзывы о своей работе? Я стараюсь рассматривать это как шанс стать лучше, а не как критику. Это помогает мне оставаться позитивным. Легко ли вам принимать обратную связь? Иногда, но я часто принимаю это на свой счет. Мне нужно поработать над отделением своих чувств от критики, что помогает вам оставаться объективным. Я напоминаю себе, что у каждого есть возможности для совершенствования. Это часть процесса обучения. Получали ли вы когда-нибудь отзывы, которые действительно вам помогли? Да, однажды мой менеджер заметил, что моему стилю письма нужна ясность. Я принял это близко к сердцу и улучшил свои навыки. А вы? Однажды наставник посоветовал мне сосредоточиться на структуре моих презентаций. Это имело огромное значение. Считаете ли вы, что конкретные отзывы более полезны, чем общие комментарии? Абсолютно. Конкретные предложения подсказывают мне, какие действия следует предпринять. Какой вид обратной связи вы считаете наиболее полезным? Я ценю конструктивную обратную связь, в которой указываются как сильные стороны, так и области, требующие улучшения. Он чувствует себя сбалансированным. Как вы обычно просите обратную Я связь? задаю конкретные вопросы, чтобы направлять обратную связь. Например, какая часть была неясна? Это помогает сфокусировать ответ. Есть ли у вас стратегия предоставления обратной связи другим? Прежде чем предлагать предложение, я всегда начинаю с чего-то позитивного. Это создает более благоприятную среду. Были ли у вас когда-нибудь трудные разговоры об обратной связи? Да, было сложно сказать другу, что его презентацию нужно доработать. Я боялся задеть их чувства. Как вы подходите к трудным разговорам? Я стараюсь быть честным, но нежным. Важно четко общаться, проявляя при этом сочувствие. Считаете ли вы, что обратная связь важна для личностного роста? Определенно. Это ключевая часть обучения и совершенствования. Урок 2. Фитнес-путешествия. Привет, Анна. В последнее время я изучаю различные упражнения. Это звучит интересно. Какие упражнения вы пробовали? Я экспериментировал с йогой, силовыми тренировками и даже танцевальными тренировками. То же, что вам нравится больше всего. Я очень люблю йогу. Это помогает мне расслабиться и улучшает мою гибкость. Нашли ли вы какие-нибудь упражнения, которые вам особенно нравятся? Мне нравятся силовые тренировки. Это воодушевляет видеть прогресс в моей силе. А как насчет танцевальных тренировок? Они такие веселые. Во время тренировки создается ощущение вечеринки. Пробовали ли вы какие-то определенные танцевальные стили? Однажды я попробовал зумба, и это было потрясающе. Я не осознавал, сколько кардио я получаю. Какой ваш любимый аспект зумбы? Задорная музыка. Это дает мне мотивацию и энергию. Вы обычно тренируетесь один или с друзьями. Я предпочитаю тренироваться с друзьями. Это делает его более приятным. А вы? То же самое. Наличие приятеля по тренировкам заставляет меня нести ответственность.
Есть ли у вас регулярный график тренировок? Я стараюсь придерживаться 3-4 раз в неделю. Это помогает поддерживать последовательность. Как часто вы тренируетесь? Я стараюсь заниматься минимум 5 раз в неделю, сочетая кардио и силовые тренировки. Как сохранить мотивацию в трудные дни? Я напоминаю себе о своих целях и пользе тренировок. Какова ваша стратегия? Мне нравится ставить перед собой мини-цели и вознаграждать себя за их достижение. Это добавляет элемент веселья. Сталкивались ли вы когда-нибудь с какими-либо трудностями в своем фитнес-путешествии? Да, мне было трудно поддерживать распорядок дня в часы пик. Как вы преодолевали трудности? Я научился быть гибким и корректировать свои тренировки в соответствии со своим графиком. Все дело в том, чтобы найти то, что работает. Какой совет вы бы дали тем, кто начинает свой путь в фитнесе? Начните с малого и найдите занятия, которые вам нравятся. Так легче придерживаться этого. Что бы вы предложили? Урок 3. Кулинарные приключения. Привет, Анна. Я планирую приготовить новый рецепт с яйцами, арахисом и лаймом. Это звучит достаточно просто. Нужны ли нам какие-то особые ингредиенты? Только эти 3 плюс немного специй. Думаю, получится красивое вкусовое сочетание. Вы когда-нибудь готовили с лаймом? Да, мне нравится, как он придает блюдам пикантность. Что вам больше всего нравится в приготовлении блюд из свежих ингредиентов? Свежие ингредиенты имеют огромное значение во вкусе. Кроме того, они здоровее. Какой ваш любимый свежий ингредиент для приготовления блюд? Мне очень нравится готовить с травами, особенно с базиликом. Это добавляет столько аромата и вкуса. Пробовали ли вы использовать свежую зелень в своих рецептах? Абсолютно. Я использовала кинзу в сальсе, и она действительно делает блюдо ярче. Есть ли какие-нибудь травы, с которыми вы хотите поэкспериментировать? Я бы хотела попробовать розмарин. Я слышал, что он хорошо сочетается с жареными овощами. Какое блюдо вы бы порекомендовали новичку в кулинарии? Зажарка — это здорово. Это быстро, и вы можете добавить в него любые овощи и белки. У вас есть любимое блюдо. Я люблю готовить макароны с простым томатным соусом. Это легко и всегда вкусно. Как вы обычно решаете, что приготовить? Обычно я проверяю, какие ингредиенты у меня есть, а затем ищу рецепты, в которых они используются. Заниматься творчеством весело. Какова ваша стратегия? Я люблю планировать свое питание на неделю. Это экономит время и помогает мне питаться здоровее. Вы когда-нибудь готовили еду? Да, я пробовал. Удобно иметь готовую еду, особенно в напряженной неделе. Что вы предпочитаете готовить заранее? Я часто готовлю крупы, такие как киноа или рис, и жарю овощи. Их легко комбинировать в течение недели. Задумывались ли вы о том, чтобы попробовать новую кухню? Определенно. В последнее время меня заинтересовала тайская кухня. Вкус кажется ярким. Какая кухня вам нравится больше всего? Обожаю средиземноморскую кухню. Свежие ингредиенты и смелый вкус просто потрясающие. Думаете, скоро попробуете готовить тайские блюда? Я надеюсь.
Мне бы очень хотелось научиться готовить карри и блинчики с начинкой. Звучит как забавный вызов. Какое блюдо ты бы хотел научиться готовить? Урок 4. Изучение вариантов карьеры. Привет, Анна. В последнее время я думал о будущих вариантах карьеры. Возможности безграничны. Это захватывающе. Какие виды работ вы рассматривали? Я думал о том, чтобы стать архитектором, но меня также заинтриговали более практические профессии, например, работа каменщиком. А вы? Я рассматривал творческие области, такие как графический дизайн, но меня также интересует преподавание. Считаете ли вы, что творческая работа приносит больше удовлетворения? Они могут быть. Но я думаю, что удовлетворение действительно зависит от личной страсти. Что вас привлекает в преподавании? Я люблю делиться знаниями и помогать другим расти. Приятно видеть успехи учеников. Вы когда-нибудь задумывались о том, что делает работу полезной? Да, я думаю, важно получать удовольствие от того, что ты делаешь, и чувствовать, что ты меняешь ситуацию. Какие навыки, по вашему мнению, необходимы для Главное — преподавания? терпение и общение. Также важно адаптироваться к различным стилям обучения. Какие навыки, по вашему мнению, жизненно важны для архитектора? Креативность и внимание к деталям имеют решающее значение. Архитекторам необходимо эффективно визуализировать пространство. Как вы думаете, вам понравится работать в команде или вы предпочтете работу в одиночку? Мне нравится командная работа. Сотрудничество с другими может привести к удивительным идеям. Как вы относитесь к групповым проектам? Мне они тоже нравятся, если все вносят равный вклад. Может быть неприятно, когда кто-то не выдерживает своего веса. Были ли у вас какие-либо сложные групповые опыты? Да, однажды я работал с человеком, который плохо общался. Это усложнило проект. Как вы обычно разрешаете конфликты в настройках группы? Я стараюсь решать вопросы прямо и спокойно. Открытое общение помогает разрешить недоразумения. Считаете ли вы, что стажировки полезны для изучения вариантов карьеры? Абсолютно. Они дают практический опыт и представление о рабочей среде. Вы рассматривали возможность пройти стажировку? Да, я бы хотел пройти стажировку в области архитектуры, чтобы узнать, подходит ли это мне. А вы? Я рассматриваю стажировки в сфере образования. Это дало бы мне лучшее представление о том, что такое преподавание на самом деле. Чему вы надеетесь научиться во время стажировки? Я хотел бы понять повседневные обязанности и проблемы, с которыми сталкиваются архитекторы. Это поможет мне принять осознанное решение. Урок 5. Здоровые привычки питания. Привет, Анна. Я стараюсь сократить в своем рационе сахар и обработанные продукты. Это отличная цель. Вы отслеживаете свой прогресс. Да, я начал использовать приложение для записи своих приемов пищи. Это действительно помогает мне сохранять ответственность. А вы? Я делал что-то подобное, но предпочитаю вести дневник питания. Записать это кажется более личным. Считаете ли вы приложение простым в использовании? Это мне нравится, как это дает мне представление о моем питании. Заметили ли вы какие-либо изменения с тех пор, как стали питаться здоровее? Определенно. У меня больше энергии, и я чувствую себя менее вялым. Удивительно,
Как еда влияет на наше настроение и уровень энергии? Какие изменения вы заметили? Я также почувствовал себя более энергичным и менее раздутым. Это воодушевляет. Есть ли у вас любимые рецепты здорового питания? Да, я люблю готовить салаты из киноа с большим количеством овощей. Это освежает и наполняет. Какой рецепт вам нравится? Я готовлю смузи со шпинатом, бананом и миндальным молоком. Они вкусные и быстрые. Пробовали ли вы в последнее время какие-нибудь новые продукты? Я только что попробовала макароны из нута, и они оказались на удивление вкусными. Это отличная альтернатива обычным макаронам. Исследовали ли вы какие-либо альтернативные ингредиенты? Я начал использовать рис с цветной капустой вместо обычного риса. В нем меньше углеводов, и он очень универсален. Думаете, сложно придерживаться здорового питания? Это может быть непросто, особенно когда вы заняты или соблазняетесь нездоровыми закусками. Как вы справляетесь с тягой? Я стараюсь держать под рукой полезные закуски, например, орехи или фрукты. Они помогают обуздать мою тягу к еде. Какие стратегии работают для вас? Я позволяю себе время от времени небольшое удовольствие. Это помогает мне не чувствовать себя обделенным. Ставите ли вы какие-либо конкретные цели на пути к здоровому питанию? Я стараюсь чаще готовить дома и каждую неделю пробовать новые рецепты. Это делает вещи интересными. Какая у вас цель? Я хочу включить в свой рацион больше растительной пищи. Думаю, это будет полезно для моего здоровья. Как вы планируете отмечать свой прогресс? Я мог бы побаловать себя вкусной едой в здоровом ресторане. Это хороший способ вознаградить себя. А вы? Урок 6. Подготовка к собеседованиям. Привет, Анна. Я проводил мозговой штурм и репетировал перед предстоящим собеседованием. Замечательно. Каким вопросам вы готовитесь? Я концентрируюсь на общих вопросах, но знаю, что они могут задать и неожиданные. Как вы к ним готовитесь? Я стараюсь мыслить творчески. Иногда они удивительным образом спрашивают о ваших сильных и слабых сторонах. Есть ли у вас стратегия решения сложных вопросов? Я тренируюсь сохранять спокойствие и думать, прежде чем ответить. Это помогает мне лучше формулировать свои мысли. А вы? Мне нравится использовать метод STAR для поведенческих вопросов. Это означает ситуацию, задачу, действие и результат. Вы слышали об этом? Да, это верный подход. Это помогает четко структурировать ваши ответы. Для какого примера вопроса вы бы его использовали? Вопрос типа: расскажите мне о случае, когда вы преодолели проблему. Идеально подходит для демонстрации навыков решения проблем. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями на прошлой работе? Однажды мне пришлось уложиться в сжатые сроки, управляя командой. Это научило меня многому в расстановке приоритетов. Какую задачу вы преодолели? Мне пришлось координировать большое мероприятие с ограниченными ресурсами. Я научился быть находчивым и думать на ходу. Считаете ли вы, что культурное соответствие важно на собеседовании? Абсолютно. Крайне важно найти рабочее место, где вы чувствуете себя комфортно и соответствуете ценностям. Как оценить, подходит ли компания? Я изучаю их культуру в интернете и спрашиваю об этом во время интервью.
Это дает мне более ясную картину. Какую корпоративную культуру вы предпочитаете? Мне нравится атмосфера сотрудничества и инноваций, где идеи открыто делятся. Это способствует творчеству. Какая для вас идеальная рабочая атмосфера? Я предпочитаю поддерживающую и инклюзивную культуру. Это делает командную работу более приятной и продуктивной. Практиковали ли вы какие-то конкретные навыки во время собеседования? Да, я работаю над своими коммуникативными навыками и языком тела. Они важны для того, чтобы произвести хорошее впечатление. Что еще, по вашему мнению, имеет решающее значение для успеха на собеседовании? Уверенность — это ключ. Это покажет интервьюеру, что вы верите в свои способности. Как повысить свою уверенность перед собеседованием? Я напоминаю себе о своих достижениях и визуализирую успех. Это помогает мне чувствовать себя подготовленным и готовым блистать. Урок 7. Знакомство с историей. Привет, Анна. Я только что прочитал об увлекательной исторической личности по имени Кастилии, которая родилась в маленьком городке во Франции в 1822 году. Это звучит интригующе. Что выделило Кастильи в истории? Он был влиятельным художником и мыслителем. Его творчество оказало значительное влияние на художественное движение того времени. Слышали ли вы о нем раньше? Нет, у меня нет. Какое искусство он создал? Он сосредоточился на импрессионизме, уникальными способами улавливая свет и цвет. Вам нравится искусство импрессионистов? Да, мне нравятся яркие цвета и эмоции, которые они вызывают. Есть ли у вас любимый художник-импрессионист? Мне определенно один из моих любимых. Его серия с кувшинками захватывает дух. А вы? Я восхищаюсь Дега за его балетные картины. Они прекрасно передают движение. Как, по вашему мнению, прошлое Кастильи повлияло на его творчество? Выросший в маленьком городке, вероятно, дал ему уникальный взгляд на жизнь и природу. Считаете ли вы, что художники формируются под влиянием своего окружения? Абсолютно. Окружение художника может вдохновлять его темы и стили. Вы когда-нибудь посещали художественный музей? Да, я посетил Лувр в Париже. Было удивительно увидеть воочию столько знаковых произведений. А вы? Я посетил Музей современного искусства в Нью-Йорке. Разнообразие современного искусства поражало. Какое произведение произвело на вас сильное впечатление? Увидеть Мону Лизу вблизи было незабываемо. Детализация ее выражения лица завораживает. Есть ли у вас любимые произведения из ваших посещений? Мне понравилась большая фреска уличного художника. Цвета и социальные послания были мощными. Как, по вашему мнению, искусство может повлиять на общество? Искусство может вдохновить на перемены и спровоцировать размышления. Он часто отражает социальные проблемы и поощряет диалог. Какую роль, по вашему мнению, играет искусство в вашей жизни? Для меня это источник вдохновения и релаксации. Я часто обращаюсь к искусству, когда мне нужно расслабиться. Вы сами создаете искусство. Я увлекаюсь рисованием эскизов, но я скорее поклонник. Это отличный способ выделиться. А вы? Урок 8. Планы на выходные. Привет.
Анна, я с нетерпением жду нашего художественного мастер-класса на этих выходных. Я согласился. Это будет интересный опыт. Что вас больше всего волнует? Мне не терпится опробовать новые техники. Я слышал, что будут отличные инструкторы. А вы? Я рад познакомиться с другими художниками и поделиться идеями. Всегда приятно общаться с творческими людьми. Посещали ли вы когда-нибудь подобный семинар? Да, в прошлом году я ходил на курсы акварельной живописи. Это был потрясающий опыт. Какие произведения искусства вы обычно создаете? В основном я работаю акрилом, но в мастерской мне нравится экспериментировать с разными материалами. Есть ли у вас любимый медиум? Мне нравится рисовать углем. Контраст, который он создает, просто поразителен. Планируете ли вы привести какие-то конкретные материалы? Я возьму с собой акриловые краски и несколько кистей. Я хочу максимально использовать эту возможность. А вы? Я принесу свой альбом для рисования и немного угля. Я хочу запечатлеть процесс. Думаете, что попробуйте на мастер-классе что-то совершенно новое? Определенно. Я надеюсь изучить смешанную технику. Это могло бы открыть для меня новые творческие возможности. Ставите ли вы какие-либо цели в своем творчестве на этот год? Я хочу сосредоточиться на совершенствовании своих навыков композиции. Это та область, которую я хочу развивать дальше. Какова ваша цель? Я хотел бы создать серию картин, рассказывающих историю. Это сложный, но интересный проект. Как вам удается сохранять мотивацию создавать искусство? Я подписываюсь на других художников в социальных сетях в поисках вдохновения. Это помогает мне увидеть разные точки зрения и стили. Что вы делаете для мотивации? Я часто посещаю галереи или природу. Окружение красотой возрождает мой творческий потенциал. Планируете ли вы пригласить кого-нибудь еще на мастер-класс? Я пригласил пару друзей, которые тоже интересуются искусством. Будет приятно поделиться с ними опытом. Ты кого-нибудь берешь с собой. Да, я приведу с собой друга, который новичок в рисовании. Я думаю, ей понравится. Что вы надеетесь узнать на семинаре? Я надеюсь получить новые методы и, возможно, конструктивные отзывы о моей работе. А вы? Урок 9. Изучение убеждений. Привет, Анна. В последнее время я размышляю о убеждениях и ценностях. Удивительно, как они формируют нашу жизнь. Это действительно так. Некоторые люди видят в своих верованиях божественные атрибуты. Что вы об этом думаете? Я верю, что это может обеспечить утешение и руководство. Однако интересно наблюдать, как возникают разные интерпретации. Сталкивались ли вы с какими-либо убеждениями, которые вас удивили? Да, я встречал людей, которые находят смысл в природе, а не в традиционных религиозных практиках. Это освежает. Как, по вашему мнению, личный опыт влияет на убеждения? Они играют огромную роль. Жизненный опыт может бросить вызов или укрепить то, во что мы верим. Был ли у вас опыт, который изменил ваше мировоззрение? Абсолютно. Путешествия научили меня ценить разнообразные культуры и верования. Это открыло мой разум. А вы?
У меня был подобный опыт волонтерства за рубежом. Это заставило меня осознать, насколько мы все взаимосвязаны. Считаете ли вы, что сочувствие важно для понимания различных убеждений? Определенно. Эмпатия помогает нам увидеть мир глазами других. Это вызывает уважение и понимание. Как вы практикуете эмпатию в повседневной жизни? Я стараюсь активно слушать, когда люди делятся своими взглядами. Это помогает мне получить представление об их опыте. Каков ваш подход? Я задаю открытые вопросы, чтобы стимулировать более глубокий разговор. Часто это приводит к содержательным дискуссиям. Считаете ли вы, что важно иногда бросать вызов убеждениям? Да, сомнение в убеждениях может привести к росту и более глубокому пониманию. Важно оставаться открытым. Вы когда-нибудь меняли свое мнение о чем-то важном? Раньше у меня был жесткий взгляд на некоторые социальные вопросы, но дискуссии с друзьями помогли мне увидеть разные стороны. Это было поучительно. Какого убеждения вы твердо придерживаетесь? Я твердо верю в силу доброты. Маленькие поступки могут иметь большое значение. А вы? Я верю в обучение на протяжении всей жизни. Всегда можно открыть для себя что-то новое, и это делает жизнь интересной. Как, по вашему мнению, убеждения могут формировать сообщество? Они создают чувство принадлежности и общих ценностей, но, если их неправильно понять, они также могут привести к разделению. Как мы можем преодолеть эти пробелы? Содействуя диалогу и взаимопониманию. Жизненно важно создавать пространство, где люди будут чувствовать себя в безопасности, выражая свои убеждения. О чем вы хотели бы узнать больше в отношении убеждений? Мне бы хотелось исследовать пересечение науки и духовности. Это увлекательная область, в которой так много вопросов. Урок 10. Кулинарные предпочтения. Привет. Анна, мне больше всего нравится мексиканская еда. Я тоже это люблю. Яркие вкусы потрясающие. Какое твое любимое блюдо? Тако определенно занимают первое место в моем списке. Мне нравится, насколько они универсальны. А вы? Не могу устоять перед энчиладами. Сочетание сыра и соуса просто идеальное. Пробовали ли вы когда-нибудь приготовить их дома? У меня есть. Это было немного сложно, но оно того стоило. Домашний соус имеет огромное значение. Вы часто готовите мексиканскую еду. Я стараюсь. Мне нравится экспериментировать с разными рецептами. Открыли ли вы в последнее время какие-нибудь новые блюда? Да, недавно я попробовала приготовить релено с чили. Фаршированный перец очень вкусный. Вы когда-нибудь пробовали их? У меня есть. Они такие вкусные. Как вы думаете, что является ключом к тому, чтобы сделать их великими? Я считаю, что использование свежих ингредиентов имеет решающее значение. Это действительно усиливает вкус. У вас есть секретный ингредиент, который вы хотели бы добавить. Я люблю добавлять щепотку лайма. Это украсит блюдо. Как вы обычно приправляете еду? Мне нравится использовать разные виды перца чили. Они добавляют приятный удар. Вы предпочитаете острую пищу. Да, но мне также нравится балансировать вкусы. Немного тепла со сладостью может быть идеально. Что самое острое вы когда-либо ели?
Однажды я попробовал соус из призрачного перца. Это было интенсивно. А ты? У меня было острое карри, от которого я потел. Но это было так хорошо. Как вы думаете, вы могли бы справиться с более острым блюдом? Мне хотелось бы так думать. Все дело в поиске правильного баланса. Какой напиток вы предпочитаете сочетать с острой пищей? Я обычно пью освежающую воду агуафрескр. Это идеальный способ охладиться. Что вы предпочитаете? Я люблю хорошую арчату. Сливочная консистенция хорошо дополняет пряность. Вы когда-нибудь обедали вне дома мексиканской кухни? Да, я люблю исследовать новые рестораны. Это отличный способ открыть для себя различные региональные блюда. Нашли ли вы какие-нибудь скрытые драгоценные камни? В моем районе есть небольшой магазин тако, где готовы потрясающие уличные тако. Это мое любимое место. Какой твой любимый ресторан? Я нашел место, где подают настоящий соус из крота. Это насыщенно и вкусно. Что, по вашему мнению, выделяет ресторан? Качественные ингредиенты и теплая атмосфера– залог успеха. Это делает обед особенным. Урок 11. Делимся историями. Привет. Анна. В последнее время я работаю над рассказом. Я буду рад поделиться этим с Ваней. Это звучит захватывающе. А чем это? Это тайна, связанная со спрятанным сокровищем. Я люблю создавать интригу. А ты? Ты тоже пишешь. Я делаю. Мне нравится писать стихи. Это позволяет мне выражать свои чувства уникальным способом. Что вдохновляет ваши истории? Я черпаю вдохновение из повседневной жизни и интересных людей, которых встречаю. Как вы находите вдохновение для своих стихов? Природа часто меня вдохновляет. Красивый закат или тихий момент могут стать искрой для стихотворения. Вы когда-нибудь писали стихи? Я пробовал, но мне кажется, что это сложно. Я восхищаюсь тем, как вы уловили эмоции всего в нескольких строках. Какое стихотворение, которое вы написали, ваше Я любимое? написала одну о смене времен года. Он отражает красоту трансформации. Есть ли у вас любимая история, которую вы написали? Да, есть история о старике, который находит давно потерянный дневник. Речь идет о воспоминаниях и сожалениях. Какие темы вам нравится раскрывать в своих стихах? Я часто пишу о любви и личности. Это универсальный опыт, который находит отклик у многих. Как вы думаете, рассказывание историй может помочь нам лучше понять себя? Абсолютно. Письмо позволяет нам размышлять о наших мыслях и переживаниях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.